После тревожного поворота событий волчица оказалась в ловушке и не смогла защитить своего детеныша от смертельной опасности. Когда казалось, что все потеряно, на помощь пришел тот, кого она не ожидала. Лес был погружен в предвечернюю тишину. Андрей, егерь со стажем, шагал по привычному маршруту. Его будни были полны наблюдений, следов, запахов и звуков природы. Но в тот день что-то изменилось. Тонкий, почти неразличимый вой прорезал воздух. Не агрессия, не обычный перекличный звук хищника, а отчаянный зов о помощи. В этом крике слышались тревога, боль и что-то почти человеческое. Андрей остановился, прислушался. Шум доносился со стороны заболоченного участка, который даже звери старались обходить стороной. Но сегодня туда звала беда. Он быстро свернул с тропы, пробираясь сквозь заросли. Под ногами хлюпала влажная земля, ветер слабо колыхал листву, и с каждым шагом тревожный вой становился громче. Андрей ускорился. Выбравшись на небольшую поляну, он застыл. В мутной воде, окруженный валежником и гнилым мхом, метался маленький волчонок. Его лапы судорожно били по воде, глаза огромные, полные ужаса. Каждый его вдох был хриплым, будто он уже на грани. Но где мать? Андрей быстро осмотрелся. В нескольких метрах у толстого дерева его взгляд зацепился за неестественный блеск металла. Там, прильнув к земле, беспокойно извивалась взрослая волчица. Ее передняя лапа была сжата в железных тисках капкана, цепь уходила в основание дерева. Волчица металась, издавая короткие хриплые вои, но не могла сдвинуться с места. Андрей знал, что волки опасные и непредсказуемые, особенно в ловушке. Но не было времени на страх. Он скинул рюкзак, снял ботинки, закатал рукава и шагнул в воду. И листое дно всасывало ноги, холод пробирал до костей, но он не останавливался. Волчонок, заметив приближение, замер, только глаза продолжали следить за ним. «Тише, малыш, все в порядке», — пробормотал Андрей, медленно приближаясь. Когда расстояние сократилось до метра, он сделал последний рывок и схватил волчонка. Тот дернулся, но не укусил, только всхлипнул. Он был легким и дрожал от холода. Андрей выбрался на берег, прижал волчонка к груди, согревая его своим телом. Держа зверька одной рукой, он другой достал куртку и завернул малыша внутрь. Волчонок прижался к нему, тихо поскуливая. Но впереди еще большая задача. Он подошел к волчице. Та зарычала и попыталась отступить, но капкан не дал ей и сантиметра. Боль и ярость сверкали в ее глазах, но она не нападала. Взгляд ее метался между человеком и кустами, где исчез ее детеныш. Андрей осмотрел капкан. Прочный, с ржавчиной, но еще надежный. Без инструмента не обойтись. В этот момент лес снова затих. Ненадолго. Где-то неподалеку послышался треск веток и грубые голоса. Возвращались браконьеры. Андрей действовал молниеносно. Он спрятал волчонка в зарослях у пня, прикрыл мхом и сам затаился в кустах. Через пару минут на поляну вышли двое, небритые, в старых куртках, с винтовками и мешками с капканами. Они шли уверенно, не ожидая сопротивления. «Смотри-ка, волчица все еще тут», — сказал один.
Ее шкура пойдет на хороший воротник. «А щенок где?» — оглядываясь, спросил второй. «Должен был утонуть». Андрей сжал кулаки. Его злость кипела, но он знал, прямой конфликт опасен. Он бросил камень подальше в чащу. Звук вызвал немедленную реакцию. «Ты слышал?» — один насторожился. «Пошли глянем». Когда браконьеры скрылись за деревьями, Андрей выскочил из укрытия, подбежал к месту, где те оставили снаряжение, и схватил тяжелый гаечный ключ. Вернувшись к волчице, он торопливо взломал замок капкана. Она взвизгнула, вырвав лапу, и на мгновение осталась стоять, будто не веря. Затем ее нос повернулся в сторону, где прятался волчонок. Она кинулась туда, вытащила малыша из укрытия, нежно поддела его мордой. Волчонок вцепился в нее, пища от радости. Андрей не сводил с них глаз. Он едва успел спрятаться обратно, как вернулись браконьеры. Увидев, что животное исчезло, они закричали от злобы. «Кто-то здесь был! Найти его! Сейчас же!» Их поиски не увенчались успехом, а Андрей, затаившись, выжидал. Когда они ушли, он медленно выбрался, проверил, все ли в порядке, и, убедившись, что волки скрылись, направился к дому. Тело ломило от напряжения, но душу наполняло странное тепло. Прошло несколько месяцев. Андрей продолжал свои обходы, но теперь каждое утро начиналось с взгляда в чащу. Он знал, они где-то там. Однажды ранним утром он заметил дым. Осторожно подойдя, увидел лагерь. Те же браконьеры. 3 мужчин. Костер, капканы, ружья. Он не стал приближаться, но, пятясь назад, наступил на сухую ветку. Весь лагерь взвился. Один из мужчин с ружьем бросился в его сторону. Андрей побежал, скользя между деревьями, используя туман, но вскоре его схватили. «Думал, снова нас обманешь», — процедил один. «Мы все про тебя знаем, охотничек». Связав руки, они потащили его в чащу. Пора избавиться от героя. Они выбрали глухое место. Один из браконьеров поднял ружье. Но прежде чем он успел прицелиться, раздался яростный рык. Из тени, словно призрак, вышла волчица. Она не бросалась сразу, медленно, шаг за шагом, с сжатыми мышцами, взглядом, полным огня. Браконьеры, ошарашенные, отступили. Потом она рванула вперед. Рев, быстрые броски. Их ружья полетели на землю. Они сбежали. Андрей стоял все еще связанный. Волчица подошла. Несколько раз ткнулась носом в веревке. Он не сопротивлялся. Ее зубы аккуратно рвали путы. Через минуту он был свободен. «Спасибо», — прошептал он, глядя ей в глаза. Она смотрела на него долго, пристально. Затем, повернувшись, растворилась в лесу. Андрей еще долго стоял на том месте. Лес вокруг был тих, и только его сердце стучало громко, как будто отбивало ритм новой связи, возникшей между ним и дикой волчицей. С тех пор он каждый день смотрел в чащу, зная, она рядом, где-то в глубине леса. И если вдруг однажды ему снова понадобится помощь, она придет, потому что добро не забывается, и даже сердце дикого зверя может быть благодарным. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.